Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги. Вот я связала вот такой детский кардиганчик с шалевым воротником в реглан погоня сверху. Кто следит за моими видео, друзья, знаете, недавно я выпустила видео мастер-класс вязания шалевого воротника. Там было классическим регланом сверху, а здесь с реглан погоном сверху. Здесь то же самое. Мы начинаем с воротника, потом ход вязания идет одинаково, как я там показала. Только здесь в начале немножко отличается при расчетах и при образовании схемы вязания. Вы знаете, реглан погоня, реглан и линия идут по проекции плечи. Здесь то же самое, начинаем с воротника и непосредственно переходим к части кардигана. Друзья, в этом видео я в основном даю теоретический мастер-класс. А практический мастер-класс почти не даю, потому что все ходы вязания я полностью подробно показала на том видео. Кому здесь что-то непонятно будет, сперва посмотрите это видео подробно, усваивайте, и потом очень легко будет вязать и этот вид кардигана. Видите, вот в узоре я применяю по переду по одной большой узор и вспомогательные узоры. Здесь косая из 3 петель, потом вертикальная линия идет из лицевой скрещенной петлей, и между ними идут по 2 изнаночные петли. И на спинке тоже в центре вяжем большой узор, чередуются наши вспомогательные узоры. Еще хотела украсить рукава. В верхней части рукава 2 косички. И про вязание реглан погона, друзья, тоже у меня отдельно есть подробнейший мастер-класс в канале, как мы вяжем реглан погон. Там, конечно, показано с круглым вырезом, но здесь основная суть вязания реглан погона точно так же. Только здесь немножко исключение будет, когда мы вяжем рукава, друзья. В реглан погоне том мастер-классе мы брали по реглан линии для рукава накиды через ряд. А я здесь брала накиды на каждом ряду, чтобы рукава у меня получилось более шире, более свободнее. Как можно увеличить размер кардигана? Соответственно, вы будете брать для воротника больше петель, чтобы шире получилось. Потом обязательно вырез по переду горловины будете опускать намного ниже. И имеются соответствующие расчеты на это. И потом обязательно будете вязать погоны более длиннее. Потом будете оформлять рукава. И здесь длина проймы тоже вы будете, соответственно, больше оформлять. И потом будете огибать вот эту реглан линию тоже больше. И, соответственно, вы будете больше брать петли в подрезе. И с этим у вас спокойно вот этот час получится большего размера. И вы спокойно таким образом можете увеличить размер кардигана.
Друзья, чтобы сделать расчеты для вязания, мы будем сперва измерять окружность шеи. И, исходя из этого размера, будем рассчитывать начало вязания воротника. В моем случае окружность шеи 26 сантиметров. Когда мы переводим на петли, и у нас это получается 52 петли. Чтобы получать в петлях этот размер, мы должны умножать на плотность вязания по ширине. Это у меня равен 2 петли в 1 сантиметре. И когда умножаем 26 на 2, получаем 52 петли. Теперь мы будем создать для этой 52 петли схему для вязания реглан погона. Для реглан погона, друзья, вы знаете, это у нас горловина и идет погона с обеих сторон в области плечи. И для погона я хочу взять по 6 петель. И для погона у меня будет всего 12 петель. От 52 петель отнимаем 12 петель, обе погона. И у нас остается 40 петель. Оставшиеся 40 петель мы делим ровно на две части. Это будет спинка и перед. Когда 40 делим на 2, получается по 20 петель. 20 петель спинка, 20 петель перед. Вот мы предварительно вот так разделили петли на части кофточки. Чтобы начать воротник кардигана, друзья, нам необходимо будет вот этот размер. Сначала петли правого рукава, плюс спинка и плюс петли левого рукава. Вот эта часть будет всего 32 петли. И когда мы начинаем воротник, друзья, именно будем учитывать вот эти 32 петли. И, соответственно, на эти петли мы будем провязывать начало нашего воротника. Теперь второй момент, друзья. Какую ширину мы хотим для воротника? Вот эта ширина у нас будет ширина воротника. В моем случае 10 сантиметров ширины, и, соответственно, здесь будет 20 петель. И 20 петель буду набирать. Вот сперва с вспомогательной нитью с другого рассвета я буду набирать 20 петель, и я буду его провязывать платочной вязкой сперва на правую сторону, потом с этой места подниму петли, опять 20 петель, и буду провязывать эти петли платочной вязкой на левую сторону. И с обеих сторон, друзья, как я сейчас вам на схеме показала красной линией, будем на правую сторону до конца вот погона, где вот должны начать погончики, и с левой стороны тоже до конца, до этого погона. И нам необходимо будет, сколько рядов мы должны эту сторону, чтобы мы здесь подняли соответствующие петли, и на эту сторону сколько рядов. Когда мы здесь будем поднимать петли для погона и для спинки, мы должны поднять здесь 32 петли. Будем вот это 32 петли умножать на стандартный коэффициент вязания 1,33 цифру. Про эту стандартную цифру я подробно сказала на том видео. Кому интересно будет, можете там посмотреть. И мы когда умножаем, получится 42. И когда мы разделяем 42 на правую
И на левую сторону у нас будет по 21 рядов. И нам нужен будет здесь цифра в четном количестве, и мы это превышаем на 22 рядов. Значит, эта цифра нам даст, друзья. На правую сторону мы должны вязать 22 рядов. И на левую сторону то же самое должны вязать 22 рядов платочной вязкой. И когда погонная и спинная часть воротника готова будет, маркировкой мы будем делить эти петли на левый погон, спинка и правый погон. И продолжим наше вязание поворотными рядами с одного конца до другого конца воротника. И начнем оформлять регланные линии погона. И с этого у нас получится вот такая схема. На этой схеме, друзья, отображено все манипуляции, все процедуры вязания этого кардигана. Вот мы здесь берем по 20 петель для ширины воротника. В правую сторону вяжем 22 рядов, в левую сторону 22 рядов. И потом мы здесь подняли петли. И начинаем поворотными рядами вязать наше полотно. И здесь будем оформлять регланные линии погоны. И вы знаете, реглан погони, петли добавляются возле регланной линии на каждом ряду. И на лицевой стороне, и на изнаночной стороне. Когда доходим до длины 9 сантиметров погона, и здесь у нас соответственно добавляется по 19 петель с обеих сторон, потом мы будем оформлять рукава. И вот видите, здесь на схеме показано, что теперь у нас добавление петель идет со стороны рукава. Обычно реглан погони добавляют петли через ряд, а я здесь добавила в каждом ряду. По этой регланной линии тоже добавляется по 19 петель с 4 сторон. И эта линия у нас будет, соответственно, линия проймы. И когда линия проймы дойдет 10 сантиметров, друзья, мы будем потом оформлять вот эту регланную линию. Тогда мы будем брать накиды с обеих сторон через ряд. И будем брать по 5 петель. А потом уже будем оформлять подрезы. С обеих сторон будем добавлять по 10 петель. Теперь насчет выреза переда кардигана, друзья. И насчет оформления воротника. Мы здесь, конечно, измеряем глубину выреза переда. Вот в моем случае я должна сделать 11 сантиметров. И в течение 11 сантиметров, друзья, я должна петли воротника оставить 9 петель платочной вязкой. Остальные петли через каждые 3 рядов буду проводить на полочке, на эту сторону. Вот со стрелкой я показываю. И мне придется проводить 11 петель. И это осуществляем каждую через 3 рядов. И в конце для планки у меня останется по 9 петель. По ходу перехода, друзья, вот здесь скобочки я показываю, минут 5. Мы будем сокращать по одной петле 5 раз с обеих сторон. Это нам даст, чтобы петли переда будет равняться на петли спинки. Чтобы найти эти цифры, друзья, мы сделаем нужные расчеты. Как сделаем, как это находим, все у меня подробно рассказано, объяснено и показано на том видео. Кому интересно, может там посмотреть. И когда у нас кардиган оформляется подрезы, по полочкам у нас будет всего по 44 петли, а на спинке всего у нас будет 78 петель.
Теперь, друзья, насчет первой петельки для пуговицы. Вот видите, у нас вот так переводится петля с воротника платочной вязкой в эту сторону полочки. И вот здесь 11 сантиметров. И заканчиваем перевести. Потом мы будем определить, где мы будем открывать петельку для первой пуговки. Это вы спокойно можете регулировать. Если хотите, можете повыше открыть. Если хотите, пониже. Для мужского кардигана откройте на левой стороне планки. Вот здесь у меня открыто. И вот так, когда я провяжу на этом ряду, друзья, на правой стороне планки я оставлю такую маркировку. Это будет именно место для пуговки. Вот таким образом, друзья, вы будете рассчитывать расстояние между петельками. И вот у меня получается 4 петельки для пуговки. И с этой стороны, соответственно, отмечено 4 раза место для пуговки. И самая последняя петелька для пуговки должна находиться здесь вот таким образом, чтобы после этой петельки вы должны провязать еще 8 или 10 рядов. Именно вы должны рассчитывать расстояние между петельки, чтобы, когда вы откроете последнюю петельку, чтобы вам соответствовало на росту вашего размера кардигана. Теперь, друзья, насчет узора. Как мы начинаем узор? По переду, друзья, не включаем петли в области погона. У нас здесь 5 петель сокращаем, и здесь остается 15 петель. И из 15 петель 9 петель будет для планки. И остальное 6 петель будет 2 изнаночные, 3 для коса. Еще одна петля останется, эта петля будет изнаночная петля. Значит, здесь, когда вы будете уже добавлять петли, первую добавленную петлю вы провяжете изнаночной петлей, потому что это будет здесь вторая изнаночная петля, а потом будете лицевая скрещенная. Вот так потом вы продолжите добавлять петли и добавленные петли включать постепенно в узор. И когда будете оформлять рукава, друзья, вот видите, здесь вот эта петля погона 6 петель продолжает рукава, а с обеих сторон, когда вы здесь начинаете добавлять петли и по переду, и на спинке, эти петли потом вы будете начать узор. Добавите, когда 2 петли, будете провязывать обе изнаночной петлей. Потом 3 петли провяжете лицевой петлей. Это у вас будет образовать узор коса. Потом опять добавленные 2 петли провяжете изнаночной петлей. Потом дальше у вас все петли пойдут лицевыми петлями. И вот по переду то же самое. Как начнем узор на спинке? На спинке начать узор нетрудно, друзья. Здесь мы знаем, есть 20 петель, и со середины мы 12 петель отделяем, 6 на эту сторону, 6 на эту сторону для большого узора. А дальше потом следуют наши другие узоры, чередуя с 2 изнаночными петлями с обеих сторон. И здесь тоже добавленные петли будем постепенно включать в узор. Теперь, друзья, в 2 словах о пройме кардигана. Пройма кардигана вначале идет по вертикальной прямой линии. Потом эта линия до подреза немножко огибается. И по схеме тоже, когда объясняла вам, говорила. И здесь мы будем добавлять петли и в сторону рукава, и в сторону тела. И здесь добавляем по 5 петель. И потом мы будем оформлять подрез.
я всегда оформляю подрез в таком виде вспомогательной нити. Когда я убираю этот нить, у меня подрез получается без швов. Как оформляем рукава? Рукава после подреза имеется 67 петель. И у меня в манжете остается 48 петель. И сокращение мы обязательно производим по нижней линии рукава. Как сужить? Сколько петель сужить, конечно, вы производите по вашему желанию.